Ситуация с правами человека в Беларуси резко ухудшилась в августе 2020 года после фальсификации президентских выборов. Людей зверски избивают при задержании, подвергают пыткам, оказывают моральное и физическое давление. Но режим Лукашенко лишает белорусов не только базовых прав, но и жизни. Мирных граждан убивают на улицах городов, в собственных квартирах. Заключенные умирают в тюрьмах без оказания медицинской помощи. Гибель граждан по вине государства – системная проблема Беларуси, которая длится годами. Факты внезапных смертей заключенных в колониях, тюрьмах, СИЗО, ИВС и в отделениях милиции в Беларуси становятся известны правозащитникам и общественности крайне редко, и только от родственников либо других заключенных. В большинстве случаев эти смерти насильственных действий, отсутствие медицинской помощи, доведение до самоубийства сотрудниками пенитенциарных учреждений и условиями содержания у них. Расследования смертей заключенных тянутся годами. Следственный комитет Республики Беларусь многократно отказывался возбуждать уголовные дела в отношении силовиков. Данные о смертях в местах лишения свободы находятся под строгим секретом в Департаменте исполнения наказаний МВД. И подтвердить или опровергнуть эти случаи очень сложно. Вот только несколько примеров гибели заключенных до 2020 года. 2004 год. Максим Хромель. Умер в СИЗО города Минска от кровоизлияния в мозг. Смерть вызвана жестокими избиениями сотрудниками правоохранительных органов. Дело осталось нераскрытым. 2012 год. Андрей Каспирович. Умер в ШИЗО колонии номер 14. По заключению судмедэкспертизы он покончил жизнь самоубийством, повесившись на обрывке простыни. Известно, что в последние дни перед смертью он находился в одиночной камере и подвергался избиениям. 2013 год. Игорь Птичкин. 21-летний парень умер в медицинской части СИЗО-1 якобы от сердечно-сосудистой недостаточности. Во время опознания родственники увидели многочисленные гематомы, кровоподтеки и раны. У мужчины были переломаны ребра, на запястьях следы наручников и открытые раны. На суде стало известно, что охранники привязывали Игоря к кровати и более суток не давали пить и ходить в туалет. После начала протестов в 2020 году случаи гибели людей от рук силовиков участились. Никиту Кривцова нашли повешенным в парке. Александра Тарайковского и Геннадия Шутова расстреляли во время мирных акций в Минске и Бресте. Был найден мертвым член комиссии Константин Шишмаков, отказавшийся подписать итоговый протокол. Один из активистов профсоюза «Нафтан» Владимир Красинок совершил суицид после трехдневной обработки силовиками в РОВД. Был доведен до самоубийства и 18-летний Дмитрий Стаховский. На него давили силовики из Следственного комитета. Парень выбросился с 16-го этажа своего общежития. Среди этой череды смертей широко известным стал факт убийства Романа Бондаренко, вышедшего защищать от вандалов свой двор, и убийство в собственной квартире айтишника Андрея Зельцера, защищавшего от неизвестных в гражданской одежде свой дом и семью. К обоим преступлениям причастны силовики специальных подразделений МВД и КГБ Республики Беларусь. Общее для всех этих инцидентов – не заведено ни одного уголовного дела по фактам смертей, а режим отрицает свою вину. Единственное исключение – это возбужденное дело по факту убийства Романа Бондаренко. На данный момент это дело приостановлено. Проводя официальные проверки по фактам смертей, силовики фальсифицируют судебно-медицинские экспертизы, искажают или уничтожают улики, оказывают давление на свидетелей этих преступлений. В результате проверки эти заканчиваются отказами в возбуждении уголовных дел. Родственникам высылают только уведомления об отказе в возбуждении уголовных дел, а сами постановления в подавляющем большинстве случаев не высылаются. Родным не разрешают знакомиться с постановлениями и иными материалами проверок, тем самым ограничивая возможность обжалования. В то же самое время возбуждены тысячи политических уголовных дел за распространение информации о смертях по вине режима. После 2020 года большинство смертей произошло в местах лишения свободы. Среди погибших Александр Вихор, Витольд Ашурок, Дмитрий Дудоть, Елена Амелина, Сергей Щетинка, Николай Климович, Олесь Пушкин и Дмитрий Сорокин. Политические заключенные в местах лишения свободы, особенно в колониях и тюрьмах, относятся к повышенной группе риска касательно сохранения здоровья и потери жизни.
В результате приказов вышестоящего начальства сотрудники так называемых исправительных учреждений создают для них жестокие, нечеловеческие условия содержания, помещают в ШИЗО и ПКТ. Условия пребывания в них можно приравнять к пыткам. Заключенный находится в очень холодной и сырой камере, без теплой одежды и обуви, должного освещения и питания, без спальных принадлежностей, в сложном психологическом состоянии из-за постоянных угроз и даже избиений. Отношение к заключенным в белорусских тюрьмах осталось на уровне периода ГУЛАГа. Заключенный не человек. Еще в 2015 году Игорь Оленевич писал об условиях в исправительных лагерях: суициды, издевательства и полное бесправие. Как сказал ему один из начальников спецучреждения: «Мне табуретку тяжелее списать, чем зэка». И поскольку силовики стали основной опорой режима и почувствовали свою безнаказанность, ситуация в местах несвободы только ухудшается. Вы можете поддержать нашу работу на Патреоне по ссылке в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о ситуации с правами человека в Беларуси.